Снова здравствуйте! Хочу сегодня показать, как вязать выточки укороченными рядами. Немного остановлюсь на начальных расчетах. Предположим, что вот так выглядит грудь. Если у вас изделие не имеет вот выточек в области талии, то есть оно лежит у вас прямо, да, свободно, то вам нужно измерить вот это расстояние под грудью, от точки под грудью до вершины. Вот это расстояние. У меня оно 4 сантиметра. Если у вас, конечно же, может быть, у вас здесь выточки и облегает ваше изделие, в таком случае вам нужно измерить вот это расстояние под грудью и до вершины. Далее нам нужна высота выточки. То есть какой длины будет сама выточка. Вот от того места основания выточки предполагаемого, да, вот вы сейчас, вот мы находимся сейчас на этом этапе, значит, нам нужна вот эта высота. Высота выточки не должна доходить, по моим понятиям, не должна доходить, иначе это получится пирамида. До вершины примерно 3-4 сантиметра. Далее вот и вот в этом месте прям хорошо закругляться. Значит, вот это вот расстояние, каким образом мы можем выяснить, сколько вот у нас сюда входит петель, поскольку мы-то начинаем отсюда, соответственно, нам нужно вот здесь, сколько сюда входит количество петель. Например, у меня высота, вот это вот расстояние, до вершины груди у меня 11,5 сантиметров, но не доходить мне нужно минус 3 сантиметра. Вот это вот расстояние у меня, соответственно, 8,5 сантиметров. 8,5 сантиметров. Как мы можем выяснить, сколько вот в это расстояние у нас войдет петель? Если у вас образец, я уже прям на начатом изделии смотрю, вот положилось, что у меня рисунок симметричный. Соответственно, вот таким образом я это и буду делать. Находим какую-либо точку, вот, например, вот этот ряд. 4 сантиметра. 4. Отметила точку. И вот от этой точки я буду действовать. Вот таким образом приложила 8,5 сантиметров. Сколько у меня в это расстояние, вот здесь, вот так считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель у меня входит. Вот они, мои 16 петель отмеренных от среза до вершины выточки. Моя плотность вязания в 1 сантиметре, что касается рядов, 1 сантиметр, 3 ряда. Соответственно, это мы сейчас выясняем, сколько рядов нам нужно провязать до вот этого вот расстояния. Так, в 1 сантиметре у меня 3 ряда, соответственно, мне нужно 4 сантиметра, 12 рядов. То есть вот здесь мне нужно провязать 12 рядов, а здесь мне нужно отмерить 16 петель, чтобы вот знать, сколько у нас войдет вот в это расстояние, в высоту выточки. 16 петель у нас. Как нам распределить вот эти 16 петель, чтобы у нас получилось именно 12 рядов? Поскольку укорачивание мы будем делать с каждой стороны, с одной стороны только в лицевых рядах, с другой стороны только в изнаночных рядах, соответственно, делим это количество 12 рядов на 2, чтобы нам узнать именно количество групп в каждой выточке. То есть должно быть в каждой выточке по 6 укорачиваний. То есть вот это количество 16 мы должны разделить на 6, не одинаково распределить. Топ сейчас провязан до линии, которую можно провести под грудью. Я отметила середину, вершины выточек и предполагаемые срезы боковые, естественно, предполагаемые, поскольку я вяжу по кругу, для того, чтобы отметить, откуда нам нужно начинать выточки. Вершины. Значит, все зависит от ваших размеров. Значит, от бокового среза предполагаемого и до места, где мы будем заканчивать выточки, до вершины выточки, оно не совпадает, скажем так, с вершиной грудью примерно на 2-3 сантиметра. Поскольку если сделать прям до вершины груди, получится немножко пирамида. Вот этого нужно избежать. Поэтому я не дохожу примерно 2-3 сантиметра. Укорачивать ряды мы начнем
В моем случае сначала по 2, дальше по 3 петли и самые последние 4 петли. Почему? Значит, когда мы укорачиваем по небольшим количеством петель, тогда быстрее подъем идет у выточки. Если у вас высокая грудь, естественно, вы также отмеряете от предполагаемого бокового среза до вершины груди, не доходя 2-3 сантиметра. Это по вашим размерам. Естественно, сколько у вас в это количество сантиметров входит петель, вот это количество вы распределяете. Значит, у меня распределение, как я уже сказала, выглядит вот таким образом. 3 раза по 2 петли, далее 3 петли, 3 петли и последнее укорачивание на 4 петли. С каждой стороны мы так будем действовать, начиная с этой. Самый главный принцип, по которому мы будем действовать, это принцип пятки-бумеранг. Сейчас ссылочка на это видео тоже будет. Если у вас от среза бокового до вершины выточки, не груди, а выточки, входит, например, в моем случае это 16 петель, в вашем случае, если это, к примеру, 24 петли, если там у вас грудь больше гораздо, вот как это можно распределить? Можно начать по одной петле, например, 4 петли по одной. Дальше по 2. Того у нас уже получилось 10. Еще остается 14. Дальше также по 3, например, 3 раза. 19. Тогда вот здесь мы сделаем 4 и еще раз 4. В чем принцип распределения? Нужно, да, вот мы видим, как выглядит грудь. Вот таким образом, да, например. Если это вот небольшая грудь, ну, тогда вот здесь лучше сразу уже укорачивать по 2 и быстренько ее, чтобы закруглить. Вот таким образом. Если это высокая грудь, то вначале по одной, и так она будет быстрее подниматься. Чем больше мы укорачиваем, по 2-3 петли, тем она более пологий подъем получается. Сейчас мы провязываем от левого бокового среза до правого бокового среза полностью весь ряд, не довязывая одну петлю. Не довязываем до маркера одну петлю, то есть до бокового среза одна петля у нас остается не провязана. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Сейчас мы вяжем поворотными рядами. Начинаем укорачивать ряды. Вот у нас одна осталась на правой спице, не провязанная петля. Мы снимаем с левой еще одну, подтягиваем спереди назад до образования 2 дужек. И далее вяжем изнаночную сторону снова до конца ряда, не довязывая одну петлю. Вы видите, что у нас сейчас вместе со снятой получилось 2 петли. Мы укоротили ряд на 2 петли со стороны правой выточки. И далее вяжем всю изнаночную сторону, не довязывая также одну петлю до конца ряда. Мы не довязали одну петлю до конца ряда. Также разворачиваем на лицевую сторону работу. У нас сейчас на правой спице одна непровязанная петля. Снимаем теперь еще одну с левой спицы, перевернув петлю, поскольку я вяжу классикой. Кто вяжет бабушкина, она уже у вас вот таким образом стоит, снимаете просто сверху. Я вяжу классикой, поэтому разворачиваю петлю, снимаю на правую спицу и подтягиваю сзади наперед до образования 2 дужек. И далее провязываю всю лицевую сторону. С этой стороны мы укоротили тоже на 2 петли. Теперь мы провязываем всю лицевую сторону до правого бокового среза, пока мы не дойдем до подтянутой петли. И до нее мы тоже не довяжем до этой подтянутой петли одну петлю, поскольку мы сейчас укорачиваем по 2. До подтянутой петли одной петли одну петлю мы не довязали. Вот она, подтянутая петля, вы ее не пропустите.
Вот мы на 2 петли укоротили, у нас осталась еще одна не провязана сейчас на правой спице. Мы разворачиваем на изнаночную сторону работу, снимаем с левой спицы на правую одну петлю, подтягиваем спереди назад до образования двух дужек. И вот мы укоротили уже 2 раза по 2 петли, итого 4 петли. Мы укоротили ряд со стороны правой выточки на 4 петли. Теперь мы провязываем всю изнаночную сторону до конца, также не довязывая одной петли до подтянутой петли со стороны левой выточки. Мы не довязали до подтянутой петли. Вот на изнаночной стороне ее лучше разглядывать на лицевую, повернув. Мы не довязали одну петлю. Поворачиваем на лицевую сторону. Снимаем с левой спицы одну петлю, перевернув. Подтягиваем сзади наперед. И у нас с этой стороны мы тоже укоротили ряд на 4 петли. Далее всю лицевую сторону провязываем также, не довязывая одной петли до такой вот подтянутой петли с другой стороны. Мы не довязали одной петли до подтянутой. Снова поворачиваем на изнаночную сторону работу. Снимаем. Одна петля у нас осталась не провязанной. Снимаем одну петлю с левой спицы на правую, подтягиваем спереди назад до образования двух дужек. И провязываем всю изнаночную сторону, снова не довязывая одной петли до подтянутой с другой стороны. Не довязали одной петли до подтянутой, поворачиваем на лицевую сторону работу. Снимаем с левой спицы на правую петлю, перевернув. Подтянули сверху, сзади наперед. Я перевернула петлю, поскольку вяжу классикой. Те, кто вяжет бабушки, не переворачивая, снимает сверху. И таким образом смотрим. 2, 2 и 2. Мы укоротили 3 раза по 2 петли. Сейчас ряды укорочены с обеих сторон на 6 петель. Далее провязываем лицевую сторону, не довязывая, теперь уже не довязывая до подтянутой петли 2 петли. Поскольку теперь мы будем уже укорачивать дважды по 3. Мы не довязали 2 петли до подтянутой. Поворачиваем работу. Снимаем с левой спицы петлю. Подтягиваем спереди назад до образования двух дужек. И в этот раз мы укоротили ряд на 3 петли. Далее провязываем всю изнаночную сторону, не довязывая также до подтянутой петли 2 петли. Мы не довязали 2 петли до подтянутой. Вот она, подтянутая петля, после нее 2. Мы их не провязываем, оставляем на правой спице, поворачиваем работу. Снимаем с левой спицы петлю, развернув. Я разворачиваю. Кто вяжет бабушкины, не разворачивая, снимает сверху. Подтянула спереди, сзади наперед до образования двух дужек. И теперь у нас с левой стороны, со стороны левой выточки, мы укоротили ряд еще на 3 петли. Теперь всю лицевую сторону мы провязываем, снова не довязывая до подтянутой петли на противоположной стороне, 2 петель. Не довязали 2 петель до подтянутой петли, снова поворачиваем на изнаночную сторону работу. Снимаем с левой спицы петлю на правую, спереди назад подтягиваем до образования двух дужек. Видим, мы укоротили с правой стороны, со стороны правой выточки на 3 петли. Теперь провязываем всю изнаночную сторону, также не довязывая 2 петель до подтянутой петли. Мы не довязали 2 петли со стороны левой выточки на этот раз. Вот 2 петли не довязаны. Поворачиваем на лицевую сторону. Снимаю петлю на правую спицу, подтягиваю до образования 2 дужек сзади наперед. И теперь мы видим, что мы укоротили, вот она, предыдущая подтянутая петля.
Вот 2 снятые и третью, которую мы подтянули. Вот это еще укороченный ряд на 3 петли. Теперь мы провязываем лицевую сторону, не довязывая в этот раз уже на 3 петли. Но давайте сначала посмотрим, вот как у нас было по расчетам. 2 петли, раз укоротили, 2 укоротили, 3 укоротили. Трижды по 2 петли. Теперь смотрим 3 петли и 3 петли. Укоротили дважды по 3 петли. Итого мы сейчас укоротили на 12 петель с каждой стороны. И теперь мы не довязываем, провязываем полностью лицевую сторону, не довязывая 3 петель, поскольку будем укорачивать единовременно на 4 петли. Провязываем всю лицевую сторону. Так, я довязала до вершины, вот маркер вершины выточки. У нас на левой спице 4 петли, провязываем одну, остается 3 не провязанных, поворачиваем на изнаночную сторону работу. Снимаем с левой спицы петлю, подтягиваем спереди назад до образования 2 дужек. Вот предыдущая подтянутая петля мы сразу же укоротили 1, 2, 3 на 4 петли ряд. То же самое мы сейчас будем делать со стороны левой выточки. Провязываем сейчас также до маркера, которым обозначена вершина выточки. Снова провязали до вершины выточки. У нас осталось непровязанных 4 петли. Мы провязываем одну. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Снимаем эту петлю. Подтягиваем сзади наперед до образования 2 дужек. Мы укоротили сразу же на 4 петли. И теперь у нас и с правой, и с левой стороны мы укоротили ряды на все 16 петель. Теперь мы провязываем полностью лицевую сторону, перекинув маркер. И провязываем мы лицевую, а далее по кругу. Далее по кругу провязываем полностью ряд, включая спинку, по кругу. Чтобы провязать, сейчас мы провяжем петли с одной стороны, а вторым кругом мы провяжем петли с этой стороны. То есть сейчас мы полностью вяжем переднюю часть изделия и провязываем эти петли, которые мы подтягивали, на которые мы укорачивали ряды. Если вы поняли, пока вязали сейчас со мной, укорачивали ряды, что каждый раз наши ряды становились все короче и короче, и короче, и короче. Неизменными остались петли от вершины выточки до вершины выточки. Вот здесь вот мы каждый раз провязывали все короче и короче и короче, пока не дошли до выточки, до вершины выточки. Сейчас мы полностью провязываем переднюю часть. Подошли к вершине выточки. Перекидываем маркер. И вот наши подтянутые петли. Как их нужно провязать? Мы рассматриваем их, видим, что, видите, в правую сторону у нас вот получается передняя стенка, она у нас правая. Мы под обе дужки заходим и провязываем лицевой петлей. Здесь у нас просто снятые петли 3. Далее на 3 укороченных снова подтянутая петля, провязываем лицевой. Далее 2 обычных петли снятых. Далее снова подтянутая петля под обе дужки, провязываем лицевой. Далее снова 2 обычных снятых. Снова подтянутая петля под обе дужки обязательно. Провязали. Одна простая петля. Снова под обе дужки следующую. Одна простая снятая. Под обе дужки. И обычная снятая петля. Перекидываю маркер и вяжу спинку сейчас. Полностью провязываю до начала ряда. Мы подошли к началу ряда. С одной стороны, со стороны правой выточки мы уже провязали подтянутые петли. Сейчас мы будем провязывать петли со стороны левой выточки. Это будет выглядеть так же. Обычная петля.
Только теперь за заднюю стенку. Точно так же под обе дужки. Провязываем. Одна обычная петля. Разглядим, видите, она у нас позади стоит, правая стенка получается. Поэтому за заднюю стенку провязываем. Обычная лицевая. Вот снова подтянутая петля. Под обе дужки, лицевой за заднюю стенку. 2 обычных петли. Снова лицевая за заднюю стенку. Для тех, кто сейчас будет вязать, кто вяжет отдельно спинку и переднюю часть, вот вы сейчас вяжете переднюю часть поворотными рядами. Вы тогда закрываете с другой стороны, провязывая изнаночной. Эти петли провязывая изнаночной петлей. Точно так же. Только лучше обычной петлей бабушкиной, поскольку сложновато изнаночной провязывать. Провязываете, снимаете. Значит, я вяжу лицевой с лицевой стороны, поскольку по кругу провязываю 2 обычных, лицевая под обе дужки, 3 уже обычных, и снова под обе дужки, подхватив последнюю подтянутую петлю. Вот таким образом мы провязали наши подтянутые петли. Перекидываем маркер и провязываем полностью еще один ряд до начала ряда. То есть по кругу полностью спинку до начала ряда. Мы провязали сейчас полностью ряд. Теперь и эти петли у нас провязаны, и петли с другой стороны у нас тоже провязаны. И теперь мы действуем таким образом. Мы укорачивали ряды, а теперь мы их будем как бы удлинять, действовать в обратном порядке. То есть раньше мы исходили от основания выточки и шли к вершине. Теперь мы будем действовать от вершины к основанию. И, соответственно, сначала мы будем удлинять на 4 петли, дальше 2 раза по 3 и 3 раза по 2. Мы провязываем сейчас до вершины правой выточки. То есть провязываем сейчас вот этот маркер, вершину левой выточки, середину, до вершины правой выточки. И теперь идем обратным путем. Мы провязываем 4 петли, 3, 4, провязали, повернули на лицевую сторону, снимаем одну петлю на правую спицу и подтягиваем до 2 дужек. И теперь вяжем изнаночную сторону до вершины левой выточки. Довязали изнаночную сторону до вершины левой выточки. И теперь делаем с этой стороны то же самое. Мы удлинять будем ряд. То есть, видите, у нас вот здесь мы сейчас вяжем неизменно середину от вершины одной выточки к вершине другой выточки. И постепенно будем удлинять. Ряды будут становиться все длиннее и длиннее с каждым рядом. Сейчас мы провязываем изнаночной петлей 4 петли, 2, 3, 4. Поворачиваем на лицевую сторону. Помните, я петлю разворачиваю. Сняли на правую спицу, подтянули сзади наперед и провязываем лицевую сторону. Снова до подтянутой петли. Мы подошли к правой выточке. Вот наши 4 петли, на которые мы удлинили ряд. Провязываем их. 1, 2, 3. Ее тоже провязываем, подтянутую петлю. Разницу видите, в прошлый раз мы сначала все их укоротили ряды и потом их одним разом провязали. Сейчас мы каждый раз будем их провязывать. Провязали. Теперь мы должны удлинить еще на 3 петли. 1, 2, 3. Повернули. Снимаем на правую спицу, подтягиваем спереди назад и провязываем изнаночную сторону всю
до подтянутых петель. Так, мы довязали до вершины левой выточки, провязываем 3, и вот она, 4-я подтянутая. Вот для тех, кто вязал поворотными рядами и провязывал подтянутые петли изнаночными, вот показываю как. Сейчас мы провязываем ее тоже изнаночной под обе дужки. Так, давайте я вот как-то вот так покажу сначала. Под обе дужки. Изнаночной петлей, лучше бабушкиной, так проще. На другой стороне провяжите ее как бабушкину за заднюю стенку. Далее нам нужно удлинить еще на 3 петли, поэтому провязываем 1, 2, 3, поворачиваем на лицевую сторону, снимаем первую петлю, подтягиваем до 2 дужек. И теперь провязываем всю лицевую, вот она, видите, которую я провязала бабушкиной, всю лицевую сторону провязываем до подтянутых петель. Мы дошли до подтянутой петли, вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы уже укоротили на 7, удлинили теперь уже на 7 петель. Провязали ее. И нам нужно удлинить теперь еще на 3 петли. Помните, 4, потом 3, 3. Вот сейчас второй раз по 3. 1, 2, 3. Повернули. Снимаем первую петлю, подтягиваем спереди назад и провязываем всю изнаночную сторону снова до подтянутой петли. Провязали изнаночную сторону до подтянутой петли, провязываем ее под обе дужки изнаночной, подхватываем под обе дужки, придерживаем вот так вот пальцем, чтобы было удобнее, провязываем изнаночной бабушкиной, немножечко ее подтянем хорошенько. И теперь нам нужно удлинить еще на 3 петли, то есть у нас здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Удлиняем еще на 3 петли, 1, 2, 3, разворачиваем, снимаем петлю, подтягиваем до образования 2 дужек. Вот она, петля, которую мы провязывали, подтянутая петля, мы провязали бабушкиной, поэтому за заднюю стенку вяжу. И так далее провязываем до подтянутой петли со стороны правой выточки. Провязали на лицевой стороне, со стороны правой выточки дошли до подтянутой петли, снова провязываем ее лицевой под обе дужки. Далее, теперь мы укорачиваем, видите, у нас осталось теперь 6 петель. Мы удлиняем, вернее, каждый раз на 2 петли теперь, 3 раза по 2. 1, 2, поворачиваем работу, снимаем петлю, подтягиваем до 2 дужек и провязываем изнаночную сторону снова до подтянутой петли, теперь уже в районе левой выточки. Провязали до подтянутой петли в районе левой выточки, провязываем ее изнаночной петлей под обе дужки, придерживаем левой рукой, провязали бабушкиной изнаночной. Далее 2 петли еще провязали, поскольку, видите, да, у нас мы должны теперь удлинять 3 раза по 2. Провязали 2 петли после подтянутой, снимаем на правую спицу, подтягиваем до образования 2 дужек. Теперь провязываем лицевую сторону. Вот помните, что бабушкиной провязываем за заднюю стенку. Провязываем всю лицевую сторону снова до подтянутых петель в районе правой выточки. Снова провязали лицевую сторону до подтянутой петли, провязываем ее лицевой под обе дужки. Еще увеличиваем, удлиняем ряд на 2 петли, провязали 2,
Поворачиваем, снимаем на правую спицу петлю, подтягиваем до образования двух дужек, провязываем изнаночную сторону снова до подтянутых петель на противоположной стороне. Подошли к подтянутой петле со стороны левой выточки, провязываем изнаночной подобие дужки бабушкиной, провязали. Далее у нас вот сейчас 4 петли, мы тоже еще раз должны удлинить ряды на 2 петли. Повернули работу, сняли с левой спицы одну петлю, подтянули до образования двух дужек. Теперь провязываем лицевую сторону до подтянутых петель. Подошли на правой выточке к подтянутой петле, провязываем лицевой подобие дужки. И теперь нам осталось удлинить ряд. Вот мы доходим уже до бокового среза предполагаемого. Еще на 2 петли удлиняем ряд. С одной стороны мы закончили, но еще не закончили с другой. Снимаем петлю, подтягиваем до образования двух дужек и провязываем изнаночную сторону до 2 дужек левой выточки. Провязали до подтянутой петли с левой стороны, провязываем изнаночной подобие дужки. И теперь нужно удлинить еще на 2 петли. Провязываем эти 2 петли, поворачиваем работу, снимаем одну петлю, подтягиваем до 2 дужек и провязываем всю лицевую сторону. Мы дошли до подтянутой последней петли возле бокового среза правого. Провязываем ее лицевой подобие дужки, перекидываем маркер и провязываем полностью по кругу до начала вязания. Начало вязания у нас это левый срез, боковой предполагаемый, естественно. То есть провязываем сейчас по кругу спинку и снова возвращаемся к передней части. Полностью провязали круг, подошли к началу вязания. Вот у нас еще одна, помните, со стороны левой выточки не провязанная петля. Смотрим, как она выглядит. Нужно провязывать за заднюю стенку. Провязываем под обе дужки, провязали ее лицевой. Далее вы действуете уже соответственно тому, какой у вас рисунок. Наши выточки, вот выглядят они вот таким образом. После ВТО, после отпаривания, место будет практически незаметным. Это видео было полезным, интересным. Ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Вяжем вместе, Марина.